Кто не мечтал найти сокровища? Рейтинг самых дорогих кладов со всего мира. Тема кладов актуальна по сей день, ведь охотники за сокровищами и просто обычные люди находят сокровища и сегодня. Многие из них были спрятаны, зарыты, замурованы более нескольких веков назад. Опасаясь за сохранность своего богатства, люди вынуждены были прятать его от чужих глаз. Особенно такая привычка существовала у пиратов – зарывать все награбленное и рисовать пиратские карты сокровищ. Спрятанное золото и украшения до сих пор не дают людям спать спокойно. Именно поэтому совсем не удивительно, что существует так много фильмов о поисках сокровищ. Эта тема интересна многим. Давайте узнаем о 10 самых крупных найденных кладах за последнее время. Первый. Клад стоимостью $22 миллиарда. В индийском храме Шри Падманабхасвами в 2011 году был найден крупнейший клад в истории. Его вес составил более 30 тонн. Наполнять тайник сокровищами начали еще с XIV века. Через 4 столетия его замуровали. Точная стоимость так и не была определена. Драгоценностей было так много, что их считали мешками. Второй. Чилийский клад в 10 миллиардов. Этот клад искали очень долго, а нашли его на глубине всего 50 метров в 2005 году в Чили. Клад состоял из золотых слитков, которые хранились в бочках. Таких бочек насчитывалось 600 штук. Третий. Клад со дна океана стоимостью 3 миллиарда. Клад, состоявший из платины, золота и алмазов, нашла на дне Атлантического океана американская компания, желающая остаться анонимной. Но ей это не удалось. Владельцами этого сокровища оказались Россия и Великобритания, которые узнали о находке в 2009 году. Что же будет дальше с кладом? Наверняка без судебного разбирательства не обойдется. Четвертый. Клад стоимостью 1 миллиард. Этот клад был найден на затонувшем испанском судне у берегов Колумбии в 2015 году. Состоит он из слитков золота и серебра, а также драгоценностей. Эти сокровища пролежали на дне более 300 лет. Все сокровища по заявлению президента Колумбии принадлежат государству. Пятый. Клад стоимостью 500 миллионов. В 2007 году отыскали затопленный у берегов Португалии более 2 столетий назад испанский галеон Nuestra Señora de las Mercedes. Но нашедшим этот клад не повезло, им пришлось отдать все найденные сокровища Испании, которая доказала, что клад принадлежит именно ей и является национальным сокровищем. Шестой. Сокровище стоимостью 450 миллионов. Более 400 лет назад затонул испанский галеон Nuestra Señora de Atocha. На его борту находилось сокровище, состоящее из золота и 4000 изумрудных камней. Нашли этот клад американские кладоискатели, подняв со дна более 500 тысяч артефактов. Седьмой. Клад стоимостью 400 миллионов. Затонувший пиратский корабль пирата Черного Сэма Беллами пошел ко дну со множеством награбленных сокровищ на борту. Отыскали его лишь в 1984 году. Практически все сокровища были подняты со дна, но и сегодня список пиратского клада пополняется новыми находками. Восьмой. Сокровище стоимостью 200 миллионов. Серебряные слитки Министерства Великобритании были найдены на дне Северной Атлантики. Они затонули во время Второй мировой войны из-за атаки немецкой подлодки. Находился клад на глубине 4,6 километра, и достать его оказалось весьма затратным мероприятием. Кладоискатели заранее заключили договор, согласно которому 80% найденных сокровищ принадлежит им. Девятый. Сокровище Титаника стоимостью 190 миллионов. Трагическая судьба Титаника унесла на дно океана множество человеческих жизней и драгоценностей, которые принадлежали богатым пассажирам. Много драгоценностей со временем находили и продавали на аукционах, но на дне осталось еще немало ценностей. Десятый. Клад стоимостью 100 миллионов.
В 1857 году у берегов Центральной Америки затонул золотой корабль, что вызвало немалую панику, ведь на его борту находилось 14 тысяч килограмм чистого золота. Большая часть золота была поднята со дна, сокровище пролежало там 131 год. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока!